Короче, у нас новый проект BMW Копейка. У нас основная цель проекта — это никаких внешних изменений. У нас все как было, так и останется. Минимум трудозатрат, минимум денежных затрат. Вот, и посмотрим, можем ли мы изменить вот этот поганый BMW-шный звук. Отслушаем качество. Отслушивать будет главный судья ЭМА России, член коллегии судей. Я не знаю, что это означает. Он всегда говорит член коллегии судей. По-моему, он так говорит. Я не обидел сейчас Диму, интересно? Что за член? Член, да. Короче, Тигран уже что-то тут разобрал. Давайте смотреть. Вот сиденье он разобрал. Сиденье у нас натуральная эко-кожа. Слышали за натуральную эко-кожу? Эко-кожа, это BMW придумала. Это они, кожзам так обозвали, типа эко, что не надо убивать. Помните, как раньше на шестерках, семерках Жигули были, это точно такой же. Да ладно, не надо. Ага. На шестерках. Нормальная кожа. Если вам в салоне скажут, что это натуральная, вы поведетесь, я вам серьезно говорю. Давай. Так, что у нас тут? Приступим к разборке обшивки. У нас здесь, да, полная антилогика, пищалок нет. У нас вместо пищалки здесь типа широкополосник, но на самом деле 10-я серединка, которая пытается играть пищалку. Играет она погано это. И здесь мидбас, вот это вот вся аудиосистема в BMW. Ну там еще сзади что-то стоит. Вот они у нас здесь уже динамики. Тигран пока разбирает. Ты долго будешь разбирать, Тигран? Я про динамики пока расскажу. Быстро. Давай быстро. Умеешь? Бля, надо было время засекать. Сука, все сломал BMW. Готово. Блядь. Вот она, аудиосистема BMW. И вот, да? Вот тут, ребята, у всех, у нас сейчас мозг должен взорваться, это у нас магнит. Я, честно говоря, вот просто постоянно их снятые вижу, я сам первый раз вижу их в установленном виде. Вы понимаете, вот куда он играет? Он вот тут какой-то пластмассовый стакан, и он типа вот туда играет. Давай разберем, покажем. Ничего общего ни со звуком, ни с автозвуком не имеет. Я не знаю, почему в компании BMW вот так себе представляют аудиосистему. Они это позиционируют не как сабвуфер, не как мидбас. Это вообще непонятно что. Вот этот магнит. Он ферритовый. То есть на аудиосистеме, которую мы будем ставить на мидах, здесь у нас, я уже подсмотрел, неодимовый магнит стоит. Вот он. Невидимый магнит. Невидимый, да. А тут вот, пожалуйста. О, посмотри, дырка. В улицу, что ли? Зачем так сделано? Не, ну правильно это все. Слышишь? В смысле, а что это Ой, такое? блядь. Ну как, что это? Водосток. Типа вода туда. Слышь, а что это? Оно еще так сделает. Это что, днище, что ли? Да. Как это? Он в улицу играет. А что это вот ты шатаешь? Это что там, шумоизоляция снаружи какая-то, Да. или что? Так, у нас вот хитрая система. Я уверен, этого многие не знают. В основном это знают инсталляторы. Владельцы BMW даже не догадываются, что у них вот такая аудиосистема уникальная. И так вот самое уникальное здесь в том, что вот видите, это какое-то вот подобие фазоинвертора. На самом деле это вроде бы как закрытая конструкция, не считая того, что это, под этой сеткой диффузор. И вот в этом пластиковом корпусе, динамик в пластиковом корпусе находится. Вот тут все-таки есть какие-то дырки, вот здесь заглушка, здесь водосток. То есть у нас прям под динамиком вода стекает. Так вот, вот этот вот фазоинвертор, так называемый, или я не знаю, что это за отверстие, он играет в короб. Дырка специальная, и вот туда в короб играет динамик. Это у нас низкие частоты. За средние, за высокие отвечает вот это. А там 16 динамик, ты знаешь? Нет, я откуда знаю. Смотри. Ну вот он висит, вот. Давай, доставай. Алло. Оп. Вот. Ёлка. Это ракетки на самом деле для тенниса.
Я предлагаю, знаешь, что делать, кстати, вот на будущее? Вот этот вот пластик просто можно усиливать виброй. Виброй вклеиваешь и ставишь. Ты так и делаешь, да? Ну да. Тигран красавчик, сам загадался. Потому что, ну, убери его, убери. Зеленое кольцо по-любому надо будет делать. Как это, вот что, вот это вот фазоинвестор, вот этот, вот он. Инвестор? Фазоинвестор, да, его по-другому не назовешь. Вот он, видите, кривой. Он играет в короб. Ну, я только что снимал. Вот. В чем логика, вообще непонятно. Они как-то там вот на заводе BMW сидели и такие, наверное, говорят, а давайте сделаем вот динамик, чтобы он и играл и вверх, а сверху мы сеточкой закроем, чтобы туда пыль не попадала, и вниз, а вниз, чтобы он играл в пластик, а пластик мы еще сделаем дырку, и дырку выведем в короб. И собрание акционеров BMW, я уверен, такие, ах, вот это вот охуительная идея. Кто так придумал? Я не разделяю вот, когда Эрик Давидович там говорит про создателей коробки СРТ и чего, Range Rover, да, что, как он там говорил, я вообще офигел, знаешь, говорит, вы дебилы конченые, он сказал на людей, которые, ну, многолетний опыт, я вот это не разделяю. Но здесь, ребята, я не буду никого обзывать, но вот компания BMW вряд ли она увидит это видео в ближайшие пару лет. Впоследствии, я думаю, увидит. Но кто вот это придумал, кто вам сказал, что вот это вот в каком-то акустическое оформление правильное или оригинальное? Это бред, блядь. Это бред, и поэтому именно, вот когда говорят вам, что в BMW самая херовая музыка, я людям говорю, в BMW самая херовая музыка, мне люди говорят, не, ты ошибаешься, я там себе Bang & Olufsen заказал, у меня нормально играет, а у меня Seven Logic, хуйня это все, и то, и то. Что то хуйня, что это хуйня, вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Не хочется обсирать, там, да, уподобляться каким-то блогерам на негативе, которые делают обзоры, но здесь реально у нас не соответствует уровень компании BMW, вот все их инновации, их решения. Я напоминаю, у нас идея проекта основная, это минимальные переделки, минимальный бюджет, и, ну, чтобы это мог позволить себе каждый, наименьшими усилиями улучшить качество звука. Делать 30 тысяч рублей. Ну не знаю, ты за работу за это сколько бы взял, а? 5. 5? Ты охуел, 5 минут прошло, ты все разобрал уже. Не, подожди, вот знаешь как, эта работа стоит 2000. Ну знаете, как вот происходит с владельцами BMW? Вот подходишь к Тиграну, говоришь, Тигран, сколько стоит музыку поменять? Он говорит, 2000, а потом вот так вот дум-дум-дум-дум-дум, видит шильдик такой, оп, BMW, такой говорит, в смысле 5? Вот так вот с BMW происходит, к сожалению. И реально владельцев BMW очень сильно, мягко говоря, обманывают, а по правде говоря, обувают на хуй. Очень во многих вещах, начиная от чип-тюнинга. Вот на эту машину чип-тюнинг официально на дилере стоит 1000 евро. 1000 евро программу сделать на нее. На 118 ее прошить. У нее вместо 135 становится 180 сил или 181, не помню. Она начинает ехать, и за это вы должны отдать 1000 евро. И в Москве только так вот это отдают. На трешках это 50 стоит. Ну, как бы там по-братски, по-свойски у нас в Ростове можно за 15 эту программу сделать. А если поискать, можно еще дешевле. По-братски, то дешевле. Ну, смысл в том, что если у вас официальный сервис BMW, и к вам едут вот владельцы BMW, можете объявлять им сколько хотите, они один хуй вам заплатят эти деньги, потому что у них BMW. Вот эта вот сетка сверху, вот это отодрали, она вот просто пылезащитная. Вот он сам динамик, обычный 16-й дешевый динамик. Почему? Я думаю, он будет стоить очень серьезных денег в BMW у официалов. Давай ради прикола я зайду, кстати, посмотрю, сколько музыки. Короче. Ты тут кросс, да, уже поставил все это? Временно кинули. У нас в комплекте, а где у нас? В комплекте кроссовер идет между серединой и пищалкой, то есть все предусмотрено. Пищалка, правда, вот в корпусе в каком-то, который нужно будет разэтовать, ее разбирать нужно. Будет стаканы, ну это для установки, не знаю, на парприз, кому, у кого уголков нету, но я уголки буду покупать. Стоят они вообще нифига не гуманно.
Вот, потому что, наверное, они идут вместе с этой фигней. Вот на пятерку на мою эти уголки стоят, там, по-моему, 900 рублей штука. На эту я узнал, цены разнятся. От 2400 за штуку до 7000 за штуку. Вот пока ищу. Как обещал, вот Дима у нас официальный судья ЭММА Россия, главный судья. Член коллегии главных судей. Боюсь этого слова. У нас диск ЭММА официальный. Мы сейчас отслушиваем родную штатную аудиосистему, потом заменяем динамики и отслушиваем еще раз. Дима даст оценки свои, ну, субъективные, без протокола, да? Да, почему это диск? Несмотря на то, что в 2015 году новый диск соревновательный, этот диск я знаю лучше. На этом диске я стал впервые чемпионом России, и для меня этот диск дорог. Поэтому именно на этом диске мы будем производить оценку аудиосистемы автомобиля BMW. Штатную аудиосистему. Вместе послушать. Закрывать я ничего не буду. У нас, напомню, штатная аудиосистема самая простая, десятка в двери. И у нас под сиденьем мидбас. Сейчас, не знаю, вы будете видно, да, если я свет включу. Вон он. Мидбас. Не самое умное решение, не знаю, но они до сих пор его применяют. Пищалок у нас нет. Их мы будем ставить. Вот эту штучку уже заказали. Так, ну теперь, собственно... Первым делом, когда диск поместился в головное устройство, первое, что надо сделать, это выставить уровень громкости. Правильный выбор уровня громкости во многом определяет оценки, которые система потом получит. Кто-то на соревнованиях может не угадать с громкостью, получает не те оценки, на которые рассчитывает. Поэтому самое главное выставить громкость. Please adjust my voice to normal conversation level, which is approximately 85 decibels. Ну вот мы побаловались ручкой громкости. Оказалось, что уровень громкости для комфортного судейства и комфортного прослушивания составляет порядка 80% от максимума здесь. Чуть только больше мы начали накручивать, полезли такие гадости, как искажение, бубнение динамиков, дребезжание обшивок, то есть мусор и грязь очень сильно мешают комфортно слушать звук. После того, как выставлена громкость, приступаем к оценке аудиосистемы. Первое, с чего мы начинаем, это с параметров сцены. Сцена характеризуется следующими параметрами. Это высота сцены, расстояние до сцены, глубина внутри сцены, ширина сцены. Вот, за все эти параметры ставятся оценки. А также хорошая аудиосистема должна нам позволять услышать образы или увидеть образы глазами. То есть как минимум на этом треке записано 5 позиций. И эти все 5 позиций мы должны явно услышать. Если мы этого не слышим, значит у нас проблемы как по локализации, так и по фокусировке. Center. Что касается сцены и образов, конечно, безошибочно прозвучали крайне левый образ и крайне правый. Вот. Но это что касается локализации. Фокусировки даже в этом случае нет, она отвратительная. Центральный образ вообще у нас размыт, нет понятия, где находится центр. И промежуточные образы то же самое, размыты предельно. По высоте сцены реально сцена ниже руля, даже на самых высоких тонах не поднимается выше руля. Расстояние до сцены, расстояние опять-таки не далее вытянутой руки, то есть на уровне парбриза. Ширина, на левом образе ширина не даже чуть ближе к центру салона. От обшивки справа именно на обшивке находится ширина, то есть крайние образы такую позицию имеют. Некоторое подобие глубины есть в этой системе, но непонятно, то ли это отыгрывает фронтальная система, то ли тут очень сильно стараются тыловая акустическая система. Дело в том, что фидер полностью на фронт перевести нельзя. В BMW так устроено, что мидбасы получают сигнал как от фронта, так и от зада. И переводя линейный баланс вперед, мы теряем очень сильно на мидбасах. Назад отводим то же самое, теряем весь фронт и в мидбасах. То есть мидбасы на большую отдачу у них, когда у нас линейный баланс стоит посередине. Вполне возможно, что именно вот этот
ощущение глубины нам и дает совместное звучание фронтальной акустики и тыловой акустики. Ну, не могу сказать, что нет глубины. Определенно глубина есть, то есть инструмент за инструментом прослушивается. Теперь тональный баланс, спектральная точность. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Что можно сказать? Основным недостатком в этой аудиосистеме является отсутствие самых верхних частот. Конечно, это обусловлено отсутствием высокочастотников. Серединки, хоть они и ширики, в любом случае эти частоты отыграть не могут никак. В лучшем случае они играют там до 8 кГц, но что остальное играть некому. Я надеюсь, после вмешательства сюда с хорошей акустической системой положение справится. Неплохая серединка, но она очень в ограниченном диапазоне играет. То есть получается верхняя серединка, и в результате не хватает фундамента как женскому голосу, и тем более мужскому. На мужской вокал вообще как будто это не мужчина, а юноша с каким-то ломающимся голосом. Тарелки были бы неплохие, если бы опять хватало высоких частот, а так они рады бы сыграть, но очень быстрое затухание, и как таковая медь не передается. Теперь по басу и мид-басу. Баса нет, потому что в силу конструктивных особенностей нет сабвуфера, нет баса, но есть неплохой верхний бас или средний бас, назовем его так, с достаточным панчем, но с низкой перегрузочной способностью. Как только делаешь громче или скорость сигнала увеличивается, здесь медбас уже не справляется, срывается в бубнение. И вот как раз из-за отсутствия нижней середины у нас получается провал, назовем его дырка между средними частотами и низкими частотами. То, что дает какой-то фундамент, основу, делает голос в первую очередь естественным, понятным и нам приятным. Вердикт. В этой машине в первую очередь не хватает высокочастотных динамиков, и надо так поработать, чтобы сшить медбас и серединку. Вот. Пока не будет сабвуфера, никаким динамиком, боюсь, мы именно самый низкий бас не получим, но хотя бы все остальное, надеюсь, можно будет подровнять. Дима, вопрос еще вот по расположению динамиков. Вот это вот BMW-шная, вот этот прикол десятки в дверях, пищалки там в более дорогих комплектациях и меды под сиденьями. Что ты по этому поводу думаешь? Но то, что пищалки мы поставим в треугольник, это будет классическое расположение, тут вопросов нет. Расположение среднечастотника, я бы сказал, отвратительное. То, что его поставить туда мы поставим, но его ориентация, направление будет совсем не такая, как хотелось бы. И даже бог с ней было бы с ориентацией, но нам создает акустическую тень. С одной стороны ручка, которая прям нависает и стоит как раз на линии излучения, а также близко стоящий руль. Получается у нас вся серединка в тени, и что мы слышим? Да, вот я получается даже отсюда не вижу. Отражение от парприза. С медбасами, на самом деле такой калибр есть возможность поставить только под сиденье. Я знаю много систем, где шикарнейший медбас стоит именно в подсидельных ящиках. Вот это чуть-чуть отходит от классических канонов, но определенный эффект дает. А оформлено оно там Минусом является то, что это очень тонкий пластиковый корпус, который входит еще в пластиковый порог. И когда мы ставим достаточно мощные динамики и даем на них серьезную мощность от усилителя, то это все начинает дребезжать и очень сильно портит звук. Несмотря на любые ухищрения, проклеивание, виброизоляция, герметизация, все равно от этих артефактов уйти редко удается. Если строить уже более серьезный звук, отвечающим соревновательным требованиям или повышенным требованиям просто любителей звука, то тут приходится переделать обшивки дверей, что для многих BMW водов как серпом по одному месту. Вообще неприемлемо. Полностью вся левая сторона это штатная музыка, а правая вся полностью заменена.
my life, I'ma do the right thing and block out the stress my past criminal life might bring. The only way I used to nip it in the bud was to try to put some bullets in some of you jokers' guts. Ну, то есть я до окончания еще эксперимента могу сказать, что стало гораздо. Блин, посмотри, у меня сзади палево, какое, реклама, глянь. Кикс-тема. А тут тепло и... Оп! Начинаем. Комментарии, когда обзор круза. Палево какое, а? Прям с улицы видно, магнитофон. И непонятно, что больше спиздить хочется, магнитофон или вот эту алькантаровую херню. Вздрачните джиперы, посмотрите, что тут стоит. Я не смеюсь, ну а что тут, колеса большие, амортизаторы мощные, двигатель адский. Все, никому не интересно, давай про MTX рассказывать в BMW оставшись. Ух, смотри. Ого, ни хрена себе, это что там стоит? Сейчас нам на канал куча джиперов подпишется, подумает, гля, они снимают обзоры. Мы не будем больше снимать обзоры, это не мое, я боюсь. Тигран, слышь, а она не насыт в коробку? Тигран, за сколько ты можешь снять обшивку? Очень быстро, смотри. Давай, засекаем. Раз, два, я уже быстрее снимаю. Три. Да, она видно было, что снято, это лохотрон. Да, ладно, давай. А ты хотел всех обмануть, что ли? Давай, да снимай ее уже. Не, давай заново. Да ё, я все равно так оставлю. Ты по-братски. А чё ты?